Всех приветствую! Рад видеть ваш искренний интерес к сюжету и лору моей игры Alarm, над которой я работаю уже более 5 лет. Поэтому сегодня я решил записать еще одно видео, чтобы поделиться с вами новыми подробностями о мире моей игры, его устройстве и скрытых опасностях, которые подстерегают игрока. Но прежде чем мы начнем, напомню, что у меня есть телеграм-канал, где я публикую все свежие новости и обновления по проекту. Также там есть общий чат, в котором можно задать вопросы, поделиться своими мыслями или просто пообщаться на тему игры, и не только. А если вы хотите получать эксклюзивные материалы, инсайды разработки и дополнительные детали сюжета, то обязательно подписывайтесь на мой Boosty. Все ссылки, как обычно, будут в описании под этим видео. Теперь давайте поговорим подробнее о мире Alarm. Как вы уже знаете, события игры происходят в огромной зоне, разделенной на условные сектора, от нулевой зоны, которая является эпицентром взрыва, до 100-й зоны, самой дальней и при этом самой безопасной. Именно туда стремятся все уцелевшие, туда, где, как им кажется, еще возможна нормальная жизнь и спасение. Чем ближе игрок подходит к нулевой зоне, тем более пустынными становятся территории, людей все меньше, а их место занимают ученые экспедиции, различные группировки, мародеры, а также военные формирования, которые, как ни странно, не всегда настроены дружелюбно. Мир игры – это место, где после катастрофы царит анархия, и в борьбе за ресурсы и власть каждый преследует собственные цели. По мере погружения в эту опасную зону, игрок все чаще будет сталкиваться с угрозами не только от людей, но и от самой среды. Возникает логичный вопрос: что же такого страшного произошло в нулевой зоне помимо взрыва? Почему туда практически никто не рискует заходить? Дело в том, что взрыв породил не только разрушение и радиацию. Со временем ученые обнаружили нечто большее, неизвестное вещество, происхождение которого долго оставалось загадкой. Его можно назвать по-разному: бактерия, вирус, паразит, но по сути это нечто большее, это новая форма жизни. В научном сообществе это явление получило название НЛФ-частицы. Их удалось обнаружить только спустя полгода после взрыва, но даже тогда никто не понимал, чем они являются и как влияют на человека и окружающий мир. Эти частицы обладают непредсказуемыми свойствами. Они могут мутировать, заражать живые организмы и менять саму структуру материала вокруг себя. Главный герой игры будет тесно сотрудничать с учеными, которые пытаются разгадать природу НЛФ-частиц. Вместе с ними игрок будет постепенно раскрывать все новые и новые детали, собирая информацию, исследования, лабораторные записи и участвуя в специальных миссиях. Эти знания помогут не только глубже понять происхождение, но и выжить в суровых условиях зараженной зоны. И это только верхушка айсберга. В следующих видео я продолжу раскрывать больше подробностей. Расскажу о том, как устроена экономика мира после катастрофы, какие группировки борются за власть, какие моральные выборы придется делать игроку и как это повлияет на сюжет. Поэтому пишите в комментариях, как вы видите развитие такого сюжета. Мне важно услышать ваше мнение, ваши идеи и теории. Подписывайтесь на канал, ставьте лайк. Это лучшая поддержка для меня как разработчика, и она мотивирует меня делиться с вами все новыми и новыми материалами. Спасибо всем за внимание. Впереди еще много интересного. До встречи в следующих видео.